салон поставь. И не пихай ты так, раздаешь помидоры. До 6 надо успеть. Сегодня наши ребята играют. Поторопись. Наконец. Поехали. Есть, Кэп. Не гони так, помидоры помнутся. Мам, я писать хочу. Подвеска совсем сложилась. Печальная ситуация. Вроде бы небольшая загрузка, а подвеска складывается, как будто автомобиль прожил долгую и насыщенную жизнь. И причиной тому недостаточный для наших дорог клиренс плюс слабые и просевшие пружины подвески. Все. Пора что-то менять. Все, Валерий Михайлович, на выход. Прощайте, дачники. Теперь мы с Юленькой. Ну что, Юленька, поедемте? А Юленька, молодой человек, отменяется. Есть более интересное предложение. Какое? Пружины менять? Для начала выясним причину проседания кузова. С увеличением загрузки автомобиля основной прирост веса происходит на заднюю подвеску. Так, разница нагрузки на заднюю ось между пустым автомобилем и полностью загруженным составляет практически 2 раза. Для небольших и относительно легких машин данная проблема очень заметна. На пустой машине задок жесткий, а на полностью загруженной сильно проседает. Для больших и тяжелых автомобилей разница при загрузке не так заметна, и поэтому спроектировать пружины несколько легче. При проектировании пружин подвески перед инженерами стоит задача обеспечить комфорт при минимальной загрузке и в то же время возможность перевозить максимальный груз. И в этой ситуации, если инженеры решают сместить баланс в пользу комфорта пустого автомобиля, то при полной загрузке подвеска наверняка сильно сожмется. Как вариант, применяются более дорогие и сложные пружины с прогрессивной характеристикой сжатия, но и они не всегда способны решить задачу. Необходимости в подобных компромиссах лишена пневмоподвеска, в которой необходимая жесткость упругих элементов легко обеспечивается изменением давления воздуха. При малой загрузке давление маленькое, обеспечивается максимальный комфорт. При увеличении загрузки система реагирует на уменьшение клиренса и увеличивает давление внутри пневмобаллонов. Таким образом, жесткость пневмоподвески адаптируется под загрузку. Сохраняется комфорт и обеспечивается расчетный клиренс. А это означает, что амортизаторы всегда имеют оптимальный диапазон перемещения на сжатие и на отбой и обеспечивают максимальное поглощение ударов и гасят колебания кузова и подвески. Как следствие, обеспечивается максимальное сцепление колес с дорогой. Вариант с пневмоподвеской, безусловно, хорош, но стоимость такой опции очень высока, да и не на каждом автомобиле есть комплектация с пневмоподвеской. Так как же устранить сильные проседания и пробои подвески под нагрузкой? При этом мы не хотели бы потерять комфорт и хотели бы сохранить надежность. И немаловажным фактором является стоимость доработки. Первое, что пришло на ум нашему герою, это замена пружин. Можно поставить штатные новые пружины или поискать более жесткие аналоги от других машин. Новые пружины в течение какого-то времени будут справляться с нагрузками, а затем по мере проседания они опять просядут и будут складываться под загрузкой. А если автомобиль с самого начала эксплуатации имел недостаток, связанный с проседанием или маленький клиренс, то такая замена никак не поможет. Найти более жесткую, подходящую по диаметру и высоте, толщине прутка и по форме опорных витков пружину непросто. И даже если пружина подошла, то возможно, что она окажется очень жесткой даже при максимальной нагрузке, так как подобрать пружины получится только методом проб и ошибок. О, машину испортил. Ну? Теперь вообще как на телеге.
По статистике, примерно 90% пробега средний автомобиль совершает с одним водителем и лишь 10% с полной или средней загрузкой. В том случае, если ваш пробег в основном с загрузкой, то выбор более жестких пружин оправдан. Во всех остальных случаях вы значительно потеряете в комфорте при повседневной эксплуатации. Также в последнее время активно рекламируются межвитковые проставки. Резиновые, силиконовые или полиуретан. Продавцы обещают одновременно приподнять машину, увеличить комфорт и в то же время сохранить подвеску от пробоин. И при этом сократить тормозной путь и сэкономить на бензине. Оставим проверку всех заявленных свойств оптимистам. А себе позволим объективно рассмотреть вопрос применения межвитковых проставок. Несомненным плюсом проставок является простота их монтажа на автомобиль и высокая универсальность. При установке проставки увеличивается клиренс. Из-за увеличения клиренса на пустом автомобиле возможно появление в амортизаторах ударов на отбой, так как уменьшается запас хода отбоя. Подвеска становится жестче, что на пустом автомобиле непременно приведет к потере комфорта. А нам нужно, чтобы подвеска не проседала под загрузкой, и в то же время нам нужен комфорт, поэтому от межвитковых проставок мы отказываемся. Решить проблему малого клиренса под нагрузкой можно за счет различных проставок. Между кузовом и опорой, увеличенных опор пружин, домиков под амортизатором. Подобные девайсы при установке увеличивают клиренс автомобиля. При загрузке автомобиля он просаживается, но за счет начального лифта меньше задевает за колею и кочки. Но от таких недостатков, как пробой подвески при максимальной загрузке и сильного раскачивания кузова, это не спасает. При таком варианте кузов будет меньше задевать о колею и кочки при загрузке, но с пробоями подвески придется смириться. Мы рассмотрели ряд вариантов, и ни один из них нас не устроил. И вот он, достойный внимания способ решения проблем пробоев подвески и чрезмерного проседания кузова под загрузкой – установка пневмоподушек. Пневмоподушка представляет собой резиновый баллон цилиндрической формы, который устанавливается в подвеску. Но в отличие от традиционной пневмоподвески, пневмоподушки устанавливаются не взамен пружин, а в дополнение к пружинам. Таким образом, пневмоподушка работает совместно с пружиной, принимая на себя часть нагрузки. Пневмоподушки устанавливаются внутрь пружины и накачиваются воздухом до рекомендованного давления на пустом автомобиле. При работе подвески пневмоподушка, упираясь в рычаг и кузов, помогает пружине удерживать вес автомобиля. При загрузке автомобиля пружины подвески сжимаются, и пневмоподушка также сжимается, ее объем уменьшается. Давление воздуха в пневмоподушке при сжатии увеличивается, и она по мере сжатия подвески помогает пружине тем больше, чем больше сжимается подвеска. Таким образом, на пустом автомобиле давление в пневмоподушке малое и не уменьшает комфорт, а по мере сжатия подвески давление увеличивается, и пневмоподушка значительно снижает проседание кузова и исключает пробои подвески. На первый взгляд, это все убедительно. Но хотелось бы услышать отзыв от людей, которые уже установили себе пневмоподушки. Также хотелось бы знать, насколько они надежны. Впервые я задумался о пневмоподушке после того, как просели пружины. А так как надо ездить на дачу 5 человек плюс багаж, стало некомфортно. Надо было что-то решать. Рассматривал варианты пружины от Тольки, пружины Фобос. Как бы там разногласие шло. Не держит дорогу, очень жесткая. Также проседают, пружины ломаются. А здесь как бы подвеска стала комфортной. Также осталась как и новая. И грузоподъемность при этом ничуть не пострадала. Значит, после установки пневмобаллонов, во время езды, когда едешь даже один в машине, машина все равно, что вот как была куплена новая, так она и ведет себя. Также, когда ложу, скажем, что-то в багажник, там мешок цемента, 3 человека, она немножко, конечно, проседает, но я во всяком случае еду по дороге и не переживаю, что у меня подвеска на пробой сработает. Грязь туда практически не попадает. Все естественно, стенки пневмобаллона довольно-таки, правда, что толстые. Вот за год эксплуатации ни потертости, ничего такого нету. Обслуживания никакого пневмобаллона не требует. Вот даже после поездки на даче в грязную сырую погоду приезжаешь домой, машину помыли,
Бывает на сухом месте, выйдешь, заглянешь под машину. Пружины чистые, пневмоподушка, естественно, тоже такая же стоит. Переживание за то, что уйдет с дороги куда-то, ухудшилась путевая устойчивость, нисколько нет, трескливости у машины нет. Вот состояние практически нового автомобиля. Она не стала ни жестче, ни мягче, она как была, так и есть. Подушка просто не дает пробить, и гружу по-российски. 5 человек и мешок картошки, так скажем. Как мы видим из отзыва владельца, монтаж пневмоподушек достаточно прост. И с такой работой может справиться не только квалифицированный слесарь СТО, но и практически любой автовладелец. Попробуем с помощью пневмоподушек доработать подвеску на автомобиле нашего героя. В базовом варианте бюджет доработки составит всего лишь 5500 рублей, и в эти деньги входят 2 пневмоподушки и 2 отбойника. До начала нашего эксперимента заезжаем на вибростенд. По результатам проверки на вибростенде сравним свойства подвески до и после доработки и достоверно оценим изменения. Мы убедились, что подвеска исправна, а амортизаторы обеспечивают достаточную эффективность демпфирования. Итак, приступим к установке. Демонтируем штатный пенополиуретановый отбойник, очищаем пружину и посадочное место. Стравив давление воздуха, устанавливаем подушку внутрь пружины. На выбор есть пневмоподушки с боковым или торцевым расположением ниппеля. Для нашей ширины и высоты пружины мы используем пневмоподушку размером S с торцевым расположением ниппеля. Вместо штатного отбойника устанавливаем отбойник Blackstone. Через него кузов будет опираться на пневмоподушку. После этого опускаем автомобиль на колеса. Пневмоподушка должна ровно встать внутри пружины и регулируем давление в подушке на уровне, рекомендованном производителем, от 0,5 до 1,5 атмосфер. Ну что ж, опробуем нашу доработку в деле. Сначала посмотрим, как работает подвеска на пустом автомобиле, когда водитель едет один. Мы установили давление в пневмоподушках на уровне 0,6 атмосфер, и можно абсолютно точно сказать, что комфорт при таком давлении не уменьшился, но значительно снизились крены и раскачивание кузова. Ощущается положительное изменение управляемости и поведения автомобиля на дороге. Для того, чтобы убедиться, что это не самовнушение, мы опять заехали на вибростенд. Из представленных диаграмм хорошо видно, что эффективность демпфирования улучшилась. Попробуем разобраться, за счет чего достигается такой существенный прирост эффективности, ведь мы не меняли амортизаторы. А именно амортизаторы дают основное рассеивание энергии колебаний в подвеске. Пружина, в отличие от амортизатора, практически не рассеивает энергию колебаний. В состав подвески мы добавили только один элемент – пневмоподушки, и именно они обеспечили основной прирост демпфирования. Резина пневмоподушки растягивается и сжимается при каждом ходе подвески. В результате внутреннего трения в резине и некоторого трения между пневмоподушкой и пружиной резина пневмоподушек разогревается. И так же, как и амортизатор, рассеивает энергию колебаний в атмосферу. Таким образом, установленные в подвеску пневмоподушки не только помогают пружине удерживать вес кузова, но также помогают амортизатору гасить колебания. Как мы видим, даже в самом простом варианте с пневмоподушками подвеска становится значительно лучше. Устраняется пробой подвески до ограничителей и уменьшается раскачивание кузова и крены. Мы достигли всех необходимых нам улучшений. А для того, чтобы полностью раскрыть все достоинства установки пневмоподушек, давление в пневмобаллонах необходимо изменять в зависимости от загрузки. Но каждый раз при изменении загрузки лезть под автомобиль – это сомнительное удовольствие. Поэтому мы добавим к уже установленным пневмоподушкам общую магистраль подкачки.
штуцер вынесем под бампер и будем изменять давление в пневмоподушках в зависимости от нагрузки. Достаточно подключить компрессор к общему штуцеру и в зависимости от загрузки отрегулировать давление в подушках. Ну что ж, на пустом автомобиле пневмоподушки показали себя хорошо. Но и без них хозяин машины не жаловался на комфорт. А теперь посмотрим, как поведет себя подвеска с пневмоподушками при максимальной загрузке. Ну что, опять на дачу? Пожалуй, мы не будем беспокоить тестя с тещей и других домочадцев. У нас есть 4 помощника с багажом. Так, а где багаж? Ладно, сойдет. 4 мужчин в самом расцвете сил – это и будет наша нагрузка. Итак, приступим. 1 – пошел. 2 – пошел. 3 и, наконец, водитель. Квартет в сборе. Да, автомобиль изрядно просел, но теперь, когда мы можем легко подкачать давление в пневмоподушки и выровнять клиренс автомобиля до начального значения, воспользуемся этой возможностью. Мы подняли давление в пневмоподушках и выровняли кузов. По высоте он теперь опять, как и на пустом автомобиле. Производитель пневмоподушек рекомендует давление в подушках от 0,5 до 1,5 атмосфер и допускается до 2 атмосфер. При этом критическое давление 5-6 атмосфер. Так что, как видим, у нас остался большой запас по прочности подушек. Увеличив давление в пневмоподушках, мы выровняли кузов. Пневмоподушки приняли на себя часть нагрузки от пружин. Суммарная жесткость пружин и подушек теперь пропорциональна увеличенной загрузке. Пора опробовать, каков автомобиль стал в движении. Ну, что могу сказать? Исчезли пробои подвески, брызговики защиты не задевают о землю. Заметно снизилось раскачивание кузова при проезде неровности дороги. На скорости машина также ведет себя очень хорошо. Если раньше, когда ехал груженый, то приходилось сильно снижать скорость при проезде даже самых маленьких волн и колеи. Теперь машина ведет себя стабильно. Я доволен. Пневмоподушки Blackstone проектируются и производятся в России из высококачественной маслобензостойкой резины. Также пневмоподушки обладают высокой стойкостью к реагентам и пескосоляной смеси. Стойкость резины к озоновому старению и истиранию обеспечивает высокий срок службы без растрескивания и снижения упругих свойств. Пневмоподушки сохраняют работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 80 градусов Цельсия. Расчетный ресурс составляет не менее 3 лет и 100 тысяч километров пробега. Кроме решения проблем с проседанием под загрузкой, пневмоподушки подходят для применения на внедорожниках и коммерческой технике. Для этих целей существует несколько типов размеров подушки, которые можно подобрать в зависимости от размера пружин. Умеренная стоимость пневмоподушек. Напомним, что комплект из 2 подушек и необходимых для подключения пневморукавов стоит на уровне комплекта из 2 штатных пружин, делая такие доработки доступными широкому кругу автомобилистов. Установка пневмоподушек позволяет исправить и улучшить поведение автомобиля, улучшает комфорт и положительно сказывается на управляемости. Автомобиль сможет спокойно двигаться по плохим дорогам без опасения задеть или оторвать что-то в колее или при проезде ямы. При движении с большой скоростью уменьшается раскачивание кузова и автомобиль стабильно идет по траектории. А благодаря возможности регулировки давления в пневмоподушке вы всегда обеспечиваете максимальный комфорт, независимо от загрузки.